Здравствуйте всем! Многие мои зрители видели у меня в инстаграме пост о необычном эркере в самом центре Гродно, в доме на улице Виленская, 1. И сегодня в этом видео я расскажу и покажу вам, как этот элемент выглядит изнутри, из квартиры, и расскажу историю этого удивительного дома. Итак, мы начинаем. Сама улица Виленская впервые появляется на планах города в XVIII веке, и первоначально она называлась Виленский переулок, ведущий к речке Городничанки около бани Сидоровского. Раньше были такие длинные названия, а с 1864 название сократилось до Виленского переулка. Это название сохранялось до Первой мировой войны. Кайзеровские оккупанты назвали улицу Вильнайрштрассе, а в 1920-30-е она снова называется Виленский переулок, затем Пивная улица и, наконец, Виленская. Так что название Виленская историческое, уже более 160 лет принадлежащее этой улочке. Самое первое свое название эта Гродненская улица получила потому, что дорога с нее вела на Вильно, самое ходовое направление того времени для нашего городка. История дома номер 1, которую я собираюсь вам рассказать, началась еще в XIX веке, а точнее, согласно реестра, 20 августа 1875 года Осип Семенович Соболевский приобретает у Элеоноры Троцкой дом с прочими хозяйственными постройками по адресу Виленская, 1. И в 1888 перестраивает его. Первоначально дом был двухэтажным, и это так заметно невооруженным глазом, если посмотреть на само строение дома. В еврейском цеху заказывают железные кованые балконы в количестве 4 штук. Правда, я насчитала только 2, значит оставшиеся просто утрачены. И кованую решетку двери. Так что эта дверь оригинальная, постройки 1888 года. В конце 19-го, начало 20 века в Гродно ковкой занимались мастерские Кочанов, Селеневичей, Гальских и так называемый еврейский цех, старшиной которого был Абрам Кауфман. Все это можно почитать в книге Любови Зориной «Художественный металл в городе Гродно», в которой как раз данные балконы и двери оцифрованы и относятся по месту изготовления к еврейскому цеху. Сегодня дом является историко-культурной ценностью, и все работы по перестройке и реставрации должны быть согласованы. Так вот, как я уже сказала, дом перестраивается Осипом Соболевским и, очевидно, перепродается, так как в начале 20 века, уже по архивным записям из книги Виктора Саяпина, он принадлежит семье Дорошкевичей. Первый этаж занимала лавка, а на втором была публичная библиотека. Итак, если зайти во двор дома, то с обратной стороны на одной из стен на этаже мы наблюдаем необычную надстройку. Я уже делала как-то пост у себя на странице в Инстаграме и рассказывала, что такие пристройки в архитектуре в старинных постройках назывались данскер. Так назывались туалеты, вынесенные в так называемые эркеры, коих великое множество мы можем наблюдать в средневековых замках Европы. Но у нас на жилом доме видит этот элемент необычно и непонятно. И я решила узнать, что же это такое. И мы с вами поднимемся в эту квартиру и, надеюсь, все узнаем. Итак, заходим в подъезд через ту самую дверь с кованой решеткой. И возраст двери 138 лет на всякий случай. Но сохранилась она для этого возраста просто великолепно. Еще бы провести реставрацию, как на доме Ворошильского по улице Василька, и был бы просто шедевр. Так думала я, пока не увидела эту дверь с обратной стороны. Увы, с другой стороны, дверь выглядит печально. Хотя нельзя сказать, что она обветшала, скорее выглядит неухоженной. А жаль, таких старинных дверей, да еще в таком состоянии в нашем городе с каждым годом остается все меньше. Тем более надо ценить эти раритетные вещи. На перилах мы видим старинные кованые балясины, и у некоторых квартир еще сохранились оригинальные двустворчатые двери. А также между этажами, похоже, великолепно сохранилась старинная плитка. Итак, заходим в квартиру.
Эта квартира сдается посуточно, и хозяйка квартиры Алена написала мне в интернете, рассказала, что это необычная квартира на Виленской ее, и мы договорились снять видео. В квартире, как видите, высокие потолки и огромные окна, выходящие на площадь Ленина и на улицу 11 липеня в Швейцарской долине. Но нас, конечно же, интересует этот необычный элемент на стене. И да, хозяева подтвердили, что когда-то, когда они только купили эту квартиру, то в полу видна была заделанная дыра. Так что это действительно был туалет, как в средневековом замке, и даже с окошком. А сегодня у хозяев здесь шкаф. Вот такие современные реалии. И что, кстати, я заметила, что эркер с обратной стороны около 1,5 метра, а внутри до 70 сантиметров, наверное. Так что, возможно, здесь кроется какая-нибудь тайна с кладом. Очень хочется так думать. И кто знает. Сам подъезд тоже, увы, в не очень хорошем состоянии. Местами осыпается штукатурка и видна кирпичная кладка. Но, возможно, когда-нибудь жители дождутся капитального ремонта, как, например, в доме на Телеграфной, рядом с бывшим баром. Чем еще знаменит этот дом? В межвоенный период в доме находилась знаменитая кондитерская «Турка». Здесь работала турецкая кухня, была выпечка, пирожки с яблочной начинкой, пончики. Кофе, который здесь варили, считался лучшим в городе. Владелец кофейни был то ли азербайджанец, то ли серб по национальности, однако в те времена лучшими мастерами приготовления кофе считались турки. И османский имидж, что называется, был предпринимателю только на руку, поэтому так и называлась – кофейня «Турка». Но началась Великая Отечественная война, и, конечно же, многое в городе изменилось. Гродно был оккупирован немецкими войсками вплоть до 16 июля 1944 года, и уже после этой даты что-то стало меняться. Жизнь потихоньку налаживалась, хотя до победы еще был целый год. Но по состоянию на 13 ноября 1944 года в этом доме находился Гродненский обком Коммунистической партии Беларуси. И только после того, как обкому дали новое здание после войны, дом стал жилым, и в нем получают квартиры обычные гродненцы, а в 1964 в доме проводят капитальный ремонт и надстраивают 3-й этаж. Была в те годы так называемая программа по увеличению жилищного фонда населения, и согласно этой программе многие дома в центре были перестроены, надстраивались мансардные этажи, где это было возможно, перестраивали, добавляли этажность. Правда, продлилось все это недолго, и в конце 60-х эту программу свернули, но часто в городе можно увидеть и понять по облику здания, где этаж был достроен. Во-первых, смотрите высоту потолков. В старинных оригинальных проектах домов потолки всегда были высокие, более 3 метров, а надстроенный этаж более низкий по сравнению, так как имеет тот самый советский стандарт до 3 метров, 2,55 либо 2,65. Когда в 1964 году был достроен 3-й этаж, на 1-м этаже открыли дом бракосочетаний и городской ЗАГС, который работает здесь и сегодня. И статуя Амура, установленная здесь летом 2008 года, накануне очередного фестиваля национальных культур, и автор работы наш гродненец, скульптор Владимир Пантелеев. Так вот, Амур внимательно ищет, куда бы пустить очередную стрелу, так что будьте осторожны. Как говорит моя подруга, не дай бог влюбиться и сдуреть. Но это так, минутка юмора. А я надеюсь, мой рассказ и видео вам понравились, и вы узнали что-то новое и интересное. Если так, не забудьте поставить лайк. Это ваше маленькое спасибо мне. Пишите комментарии, я их все с удовольствием читаю, да и другим зрителям тоже будет интересно. Пишите свои истории, связанные с этим домом или ЗАГСом. Обращайте внимание на детали старинных зданий, ведь иногда с виду маленькая деталь может рассказать о доме очень многое. Как, например, эта деревянная табличка с адресом Виленская, 1. Кто сейчас упомнит, когда она тут появилась? Да так и осталась. А рядом совсем неприметная деталь. Смотрите, это петля от ворот. Значит, в этом месте были въездные ворота, и дом выглядел совсем иначе, до того, как пристроили эту часть, где сегодня бар и магазинчики. А казалось бы, мелочь, не правда ли? Так что пишите свои комментарии, понравилось ли видео, обращаете ли вы внимание на детали домов и, может быть, знаете какие-то уж очень необычные места в городе.
Ведь мой канал для того и создан, для общения между людьми. У меня также есть телеграм-канал, где я выкладываю истории о городе и о своих съемках. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!